нас есть слоган. На английском он звучит как «Be, dance, wear different». То есть будь, танцуй, носи по-иному. Я занималась довольно долго профессионально спортом. В 16 лет ввиду травмы я ушла, но по прошествии лет 4 я поняла, что мне не хватает физической нагрузки. И тут как раз в России начал активнее развиваться балет для взрослых. Мне стала интересна эта тема. В какой-то момент я поняла, что я не могу найти в магазинах одежду, которую хотела бы сама носить. Дальше начали появляться знакомства в мире танца, в мире балета. Я поняла, что с такой проблемой сталкиваюсь не только я, но и балерины. И, соответственно, в 2015 году появился бренд The Dance. Я разрабатываю концепт, эскизы и все модели. Меня очень вдохновляет физическое, что я могу непосредственно потрогать, почувствовать. Например, вот для последней коллекции это была фасадная сетка, мимо которой я ходила 5 лет. На ней постепенно появлялись граффити, затем слои краски, затем граффити, затем слои краски. Вся эта идея меня натолкнула на мысли, как можно что-то прятать, да, за фасадной сеткой. При этом это тем самым может служить неким полотном для художников. Визуально этот принт, который был на той фасадной сетке, мимо которой я ходила, и послужил основой визуальной для коллекции. Одна из идей бренда в том, чтобы сочетать контрастные вещи, то есть когда мы берем очень возвышенный балет и добавляем к нему некую обыденность, но опять же обыгранную до такой степени, чтобы такие контрастные понятия все-таки смогли жить вместе. Название одного из принтов — это «Московская грязь не отмывается». Там была некая идея, что это грязь, слякоть. Это слякоть — это то, что происходит, когда у нас переходит один сезон в другой, и мы постоянно ждем это ожидание. Ну, мне кажется, это немножечко тоже коррелирует с тем, что ты имеешь в жизни. Балет — это некий вечный процесс работы над собой. Бренд не делает дизайнер, бренд делает команда. Над брендом The Dance сейчас работает порядка 10 человек. Мы находимся в мастерской, где, соответственно, осуществляется разработка макетов, тестирование изделия. То есть швы тестируются на то, как они ведут себя под разными нагрузками. То есть мы проводим, кажется, до 5 циклов стирки и смотрим, линяет, не линяет. Особенно это актуально с контрастными тканями. Следующий этап — это любая модель. Мы тестируем ее в зале. Как правило, начинаю тестировать я свой размер. И также даем тестировать модель кому-то из любителей. После уже этой тестировки выявляется очень много моментов, чисто технических, то есть трет, не трет, купальник закатывается или нет. Это все видно в движениях. Визуальный момент для меня очень важный. Нравлюсь ли я себе в зеркале в этом купальнике. И третий этап. Мы отдаем это изделие обязательно профессионалам и собираем с них фидбэк, уже их видение того, что не так, что бы им хотелось добавить, опять же, с технической, функциональной и визуальной точки зрения. Вообще, в целом, задачу свою я вижу предоставить как можно большему количеству людей возможность быть другим, то есть не бояться быть другим, и при этом нравиться себе.